Здравствуйте, уважаемые зрители! Наш очередной выезд. Весенний 2017 год, март. Мы находимся в славном, печально известном месте окружения советских войск в мае 42 года, Барвенковский котел. Это место выхода. Их впереди, они были окружены. За моей спиной ветер. Выходили они в ту сторону. Будем пробовать. Ранее здесь уже были обнаружены останки советских солдат. В принципе, поиском которых мы сегодня и занимаемся. Обнаружен первый сигнал. Пока расширяем. То, что уже удалось обнаружить из него, это вот такой зип от винтовки Мосина трехлинейки. От нее же ремень, пряжка ременная от брезентового ремня. Сейчас сделаем шурф чуть шире. Вполне возможно, что там могут быть останки, может быть и нет. Посмотрим. Оказалась трехлинейка в раскопе и вот остатки. Это скорее всего, карабин. Партбилета. Только обложка сохраняется. Смотри, там бывает надпись нахуй остается. Не видно ничего. Но ничего не видно. Кости могут быть и лучше. Раскапывая трехлинейку, рядом с ней обнаружили противогаз советский. Бачок. Он комплектный, он так сложен. Возможно, да, даже в сумке. В сумке противогазно. Правее от ствола есть что-то еще. Вроде бы. Или нет. Нет. Красноармейская книжка. Красноармейская звездочка с Симом. Попалась из этого шурфа. Очень хорошо виден серп и молот. Редкое состояние. Вот видно было, советские 10 копеек 1936 года. Ладанка была стопудовая. Это карабин. Нет, трехлинейка. Это трехлинейка. Она вон с БК полный. Трехлинейка. Магазин. Патронов. Покажи. Она снаряженная, с патронами. Затвор закрыт, да? Да. Затвор закрыт. Комплектная. Ну так как трехлинейка комплектная, вполне может быть, что владелец трехлинейки находится где-то рядом. Будем расширять яму, смотреть. Противогаз достаем. Да, он сложен в сумке был. Да, в сумке. Давай его сюда. Сереж, вот сюда. Разверни. Битые стекла. Да, битые. Ну давай посмотрим, может что-то есть еще. С первым сигналом покончено. Кроме этих предметов ничего не было обнаружено. Из интересного, конечно, на мой взгляд, только звездочка. Только звездочка красноармейская. Хорошее состояние. Редко наши звездочки в таком состоянии находятся. Ничего, будем зарывать. Сигналы еще есть. Продолжим. Посмотрим, что будет рядом. Второй сигнал. Разрываем. В яме металл есть. Появилась фляга. Вот такая ранняя. С вот такой вот ранней крышкой. Царского образца еще. Мятая. Что-то есть еще в шурфе, посмотрим. В шурфе какая-то катушка. Вроде бы, с кабелями.
Да, да. Катушка вместе с проводом. А ну да, поворачиваю немножко, поснимаю. Наша катушка. Наша советская катушечка. Так, со всех сторон покрути. Битая, да? Ну, она согнута. С проводами. Хорошая вещь для музея. Вот именно в таком варианте вместе с кабелем. Фляга не царева, но ранняя. Москва, 1931 год. Ранний РКК. С вот такой вот пробочкой. Третий сигнал. Обнаружена каска советская. Давай достанем ее. Головы в ней нет. Да нет. Целая, да? А, трещина. Шестиклевка. Да, сороковочка. Вот такая касочка. Без подшлемника. Посмотрим, есть ли там что еще. Тишина. Продолжаем поиск. Дальше. Четвертый сигнал. Какой-то лежит металл, пока не ясный нам. И сверху него кости. Вот они правее. Предположительно нашего солдата, скорее всего. Не вот так вот лежал. Сейчас посмотрим. Часть мы достали. Вот кость. Ну, его плугом. Значит, надо так, надо Он под снимать. И тут кость. По черноземам сразу, да? Попаханный похож. Ну, давай пробовать расчищать. Там еще мы копаем пятую яму. Часто возникает вопрос у наших зрителей, вот как мы копаем на полях, как относятся фермеры. Вот в сегодняшнем фильме удалось показать вот как раз представители, два фермера, хозяева полей, Войцех и Павел. Они граждане Польской Народной Республики, но занимаются фермерством у нас. И относятся очень тоже с трепетом к погибшим нашим воинам. Занимаются тоже по мере своих сил поиском. Так что вот так, интернациональный поиск советских солдат. Война, она, по нашему мнению, и вот по мнению польских граждан, тоже одна для всех. Верховой череп развалился. Эксгумация первого солдата, к сожалению, находится близко к поверхности. Кости очень мягкие, рассыпаются, подъедены удобрениями. А то, что мы его губильником техников не выкопали. Или уже несколько раз он уже... Ну, подпахан, похоже, Подпахан, немножко. Да. Здесь губильник мы запускали на 40 сантиметров. Лапы такое здоровое. Ага. То он между... Немножко порезало его, да. порезаны уже. Это мы нашли, где звезда, Ага. где вот это вот была винтовка. И Понятно. видно в кошельке. Вот. Это красный Так, спортбилет. там наверху тоже обнаружены останки солдата. Я схожу туда чуть позже. Сейчас его подрасчистят и посмотрим, что там. Посмотрим, может он не один. Под солдатом лежит трехлинейка. А ну, пошевели ее, Сереж. Вот трехлинейка. Да, ее и вниз увильнешь. Она лежит под солдатом. Расчистим, достанем. Тоже потом посмотрим чуть позже. Сейчас сходим к верхнему сигналу. К пятому, по-моему, или шестому. Там, где обнаружены останки еще одного солдата. Посмотрим, что там. Tak, gdzie było mnogo jakichś morzerowców. Tak samo my tam łożek znaleźli, ubito. Ну и на этом полу мы этих солдатов выпахали. I na tej linii podniemali, По этой линии. последnim razem na tej linii podniemali ruskich.
Здесь пока расчищен плохо, видно плохо, но вот мы можем видеть уже каска Котелок. треснувшая. Алюминиевый котелок, да? Да. И ботинок. Каблук. Угу. Где-то кости пошли. Будем аккуратно расчищать. Возможно, удастся, если не разъела селитра, удастся посмотреть, как лежит. Ну, хотя, сыпятся, да, пальцы. Тоже близко к поверхности удобрения поели. Ну, как получится. Еще одна. Эксгумация первого солдата продолжается. Сходим, посмотрим, что происходит с останками второго солдата. У первого солдата обнаружены часы, луковица. Доставай аккуратненько, посмотрим. Вроде как часы. Они есть. Да, закрытые. Бумажки. В кармане или в каком еще кармане? В кармане. В кармане. Он куски шинели доставал. Ага. А вот они, ну, открывай. Они откроются еще. Это механизм. Сбито. А, не, рассыпался. Рассыпался. Да, к сожалению, не сохранились часы. Может, подписные? Ну, посмотреть. На, рассмотри. К сожалению, подписей не видно, кроме маркировки вот самой. Стоит клеймо. В первой яме, там где мы эксгумируем останки первого обнаруженного нами солдата, была трехлинейка, вот она первая. Под ней оказалась еще одна. И на ней установлен прицел ПЕ на кронштейне ГИКО. Сейчас мы аккуратно достанем и ближе посмотрим. Также где-то тут была печать. Вот она. Часы. К сожалению, Зажигалка. нечитаемая. Пломбы. Зажигалочка. И денежки. Пробуем, разрываем дальше. Пока будет расчищать. Сходим, посмотрим, что происходит с эксгумацией второго солдата. Эксгумация начата. Кости тоже тухлые у второго солдата. Близко к поверхности. Вот мы видим ребра, грудную клетку очищают. Сходим, попробуем снять чуть позже. Возможно, картинка будет более удачной для съемок. Пока просто идет процесс работы. Переместимся там, где эксгумируют останки первого солдата и достают винтовку с оптическим прицелом ПЕ, нашу советскую. Ну вот немного останки второго солдата расчищены. Видите, грудная клетка показалась, в сторону рука. А здесь вот лежит котелок. Его будем извлекать чуть позже. Потом тоже покажем. Были обнаружены личные вещи. С бойцом вот ключи, зажигалка, перочинный нож, лампочки. Вот зажигалка, резиночка. Первого солдата обнаружены какие-то пломбы, у него были свинцовые пломбы. Непонятно, что он собирался пломбировать. Не, ну как только прицепим. Достаем винтовку, на которой установлен прицел ПЕ на Яковском кронштейне. То вывалился элемент оптики. Длинная, блин. Сюда ее ложи. Вот она, видишь? Да, вот это оттуда выпала деталь. Ударенная. Она вот отсюда. Вот она. Здесь была линза.
нету. без затвора. Патроны есть. Накладки лапуму. Ага. Давай вторую тащи. Там еще одна трехлинейка. Он торчит еще. Что стоит? Она уже не снайперская, но с затвором Без открытым. затвора. Наполовину открыт. Нема патронов. Пока нет. Стрелял. Вторая пустая, без боеприпасов. Эксгумация первого солдата закончена. К сожалению, часть, похоже, была отпахана очень близко к поверхности. То, что удалось собрать, мы собрали. Упакуем с личными вещами. Пойдем посмотрим, что происходит с эксгумацией второго. Эксгумация второго красноармейца идет. Кучка личных вещей, которые я уже показывал. Ничего там, кроме монетки одной советской, не добавилось, 10-копеечной. Голова разбита, только 2 фрагмента. Работаем дальше. У второго бойца обнаружен в брючном кармане медальон. Сейчас мы его достанем. Аккуратненько. Целый? Закручен? Закручен, сейчас открутим сразу, посмотрим. Есть. И аккуратная такая, вроде не черная бумажка, да? Это хорошая бумажка. Есть. Так. Кулек нужен. Лег. Уже все закончено. Эксгумация второго красноармейца, вместе с которым был обнаружен медальон, Почти закончено. почти закончена. Вот такое положение занимают останки. Котелок, каска, сапог один, второй ноги от колена нет. В брючном кармане был обнаружен медальон. Его уже спаковали. Будем пробовать прочитать потом. Попутно вскрываем еще один сигнал. Посмотрим, что там. Следующий сигнал, не помню, 6-й по счету или 7-й. И еще остатки одного красноармейца. Сначала была обнаружена трубка от противогаза. А дальше, сейчас заглянем, вот появилась голова. Там раньше выскочила нижняя челюсть. Рядом, похоже, находится котелок стальной. Ну, а возможно и нет. Посмотрим. Остатки ложки. Дырка там есть. Не подписная? Не видно. Остатки алюминиевой ложки. Ой, ничего не было. Часть бойца, похоже, перепахана плугом и отсутствует. Ну, потому что вот есть голова, в эту сторону идут кости, а в середине пусто, костей нет. Попробуем сейчас расчищать, скорее всего, будет нечего, так как боец фрагментарно находится в захоронении. Попробуем вынимать и смотреть по направлению, куда расширить шурф. Котелок и маска противогазная. Продолжается эксгумация останков третьего солдата. Кости, как я уже говорил выше, сильно перемешаны. Вот показались ребра. Тут же была стопа. Грудная клетка здесь, голова была в другом углу. Раскрываем, посмотрим.
Эксгумация останков третьего красноармейца завершена. Боец был фрагментарно, часть была отпахана. Он подходил под самый верх. То, что осталось в земле, мы забрали. Медальон обнаружен тоже не был. Но ноги были отрезаны, похоже, плугом. Поэтому, возможно, вместе с ними пропал в небытие и медальон. Поиски продолжаем. Возможно, что-то еще найдем. Еще один шурф. Из него пока идут немецкие гильзы 7,92. Попалось пару советских 7,62. Что-то вниз тянет, что пока не ясно. Помимо гильз, которые вылетают из этого шурфа, показалась кисть руки. Чья пока неизвестно. Вот остаток кисти мы видим в яме. Вот несколько пальцев уже здесь. Шурф расширяем. Пока кроме гильз, обнаруженной кисти, больше ничего не нашли, кроме ствола от Дегтярева танкового. Только один ствол. В таком состоянии. Вот такой ствол. Ну, кисть от бойца, а вот кучка гильз немецких отстрелянных. Несколько наших патронов. Вкапываем пока руку. Не знаем, есть ли продолжение солдата. Посмотрим. Запалы наши советские. Ампулы вылетают. Показался фильтр от советского противогаза. Частично в краске, даже так приличной краски на нем. Шланга одета. И там, похоже, внизу будет маска. Открути. Череп. Череп. Ниже голова под бочком. Противогаз достали. Комплектный. Продолжаем эксгумировать бойца. Такая будет. День заканчивается. Эксгумируем 4-го красноармейца за эту экспедицию. На этом шурфе будем заканчивать. Останки солдата щедро пересыпаны немецким пулеметным отстрелом. Затрудняет работу. Перемешано густо. Гильзы просели прямо в него. Эксгумация красноармейца 4-го подходит к концу. К сожалению, предметов других более достойных внимания, кроме тех, которые я показал, не появилось. Вот сапог извлекли в сапогах. 45-й, 46-й. Большой. Но у него и ноги большие. Эксгумация завершена. Достают остатки второй стопы. Можно подвести итоги экспедиции. За эту экспедицию были обнаружены останки 4 красноармейцев. С одним из них был обнаружен медальон. Возможно, удастся установить личность погибшего солдата. До новых встреч.
Всем удачи, пока.